Когда у вас в руке проливается кофе, в кармане тает шоколад или кто-то нечаянно портит фреску, не спешите ругаться. Бывает, что именно в такие моменты начинается открытие или рождается мировой тренд. А иногда едва не случается ядерная катастрофа. Все это не вымысел. Все это в этом выпуске. Как не погиб мир от ядерной войны? Карибский кризис на пике напряжения. У берегов Кубы американские корабли засекают советскую подлодку Б-59. Глубинные бомбы сбрасывают не для атаки, это сигнал, всплывайте. Но под толщей воды, в жаре и тьме отсека все звучит иначе. Капитан Савицкий уверен, началось нападение и приказывает готовить ядерную торпеду. Связи с Москвой нет, радио молчит. Все говорит, если стреляют, бей первым. Но для запуска нужно решение 3 офицеров. Один из них Василий Архипов. По званию старший, хотя не командир. Политрук колеблется. Савицкий требует немедленного удара. Архипов отвечает: нет, это черта. За ней необратимая. В раскаленном корпусе подлодки, где перегреты панели и пульс бьется чаще, он единственный, кто сомневается. Может, это не атака. Может, американцы просто предупреждают. Но если он ошибется, погибнет весь мир. Вопреки военной логике, Архипов ставит под сомнение приказ. Предлагает всплыть. Подлодка выходит на поверхность. Сигнал: прекратите провокацию. Американцы отступают. Торпеда остается в шахте. Мир на грани гибели спасен. Проходят десятилетия, прежде чем о Василии Архипове начинают говорить вслух. Его не встречают с орденами. По уставу армии бездействие часто приравнивают к трусости, но именно его отказ стал тем единственным решением, которое спасло человечество. Изобретение микроволновки. Можно ли представить себе более яркий символ случайности в науке, чем шоколад, растаявший в кармане? Это было в начале 40-х. Инженер Перси Спенсер работал над магнетронами, мощными генераторами микроволн для военных радаров. И вот однажды, стоя перед включенным прибором, он чувствует странное тепло где-то у сердца. Точнее, в кармане халата. Шоколадный батончик внутри превратился в липкую лужу. Большинство в такой момент просто выругалось бы и выбросило конфету. Но Спенсер был человеком другого склада. Уже на следующий день он приносит на работу кукурузные зерна. Магнетрон снова включен, и вот они, словно снаряды из невидимого орудия, начинают выстреливать по лаборатории. Хлопки, пар, яркие вспышки. Рождается попкорн. Дальше эксперимент с сырым яйцом, несколько секунд и оглушительный хлопок. Ошарашенное лицо коллеги, заглянувшего внутрь, все это выглядит как сцена из научной фантастики. Осенью 1945-го компания Raytheon, где работал Спенсер, подает патент на новый способ тепловой обработки продуктов. Уже через год появляется первый промышленный образец первой микроволновой печи — Rada Ranch. Он был высотой почти 6 футов, весил как пианино, требовал водяного охлаждения и продавался по цене, сравнимой с домом в пригороде. Эту громаду можно было встретить разве что на кораблях военно-морского флота или на кухнях дорогих ресторанов. Для домохозяйки 1947-го такая машина больше походила на телепорт из фантастики, чем на бытовой прибор. Но путь был открыт. Со временем устройства становились компактнее, дешевле, ближе к повседневной жизни. Парадокс в том, что человек, который изменил кулинарную карту мира, не разбогател. Перси Спенсер, по легенде, получил от Raytheon премию $2, символический жест благодарности за великое открытие, начавшееся с растаявшего шоколада. Старая чудачка прославила свой город. Лето 2012-го. Испания. Городок Борха. В местной церкви Сантеарио-де-Мерсет ветшает и осыпается фреска «Экце Хомо» — классическое изображение Христа в терновом венце. Ее написал местный художник Элиас Гарсия Мартинес почти 100 лет назад. Работа тихо угасала в полумраке алтаря, оставаясь незамеченной даже для своих современников. Но однажды все меняет прихожанка по имени Сесилия Хименес, вдова, 81 год. Ни художественного образования, ни опыта реставрации, только горячее желание помочь. Она берет кисть и вмешивается в ход культурной истории. Лик Христа исчезает. На стене появляется нечто, что лишь отдаленно напоминает лицо. Скорее грустная мультяшная обезьянка, чем спаситель мира. Фото до и после попадает в интернет, и мир взрывается смехом. Сравнения не заставляют себя ждать. Там Иисус Картошка, фреска в стиле комиксов, реставрация 21 века. Мемы множатся. Англоязычные таблоиды соревнуются в остроумии, ставя рядом библейские цитаты и смайлики, а фигура Сесилии превращается в карикатуру, объект насмешек и одновременно звезда. И вот в церковь, где годами было тихо, хлынул поток туристов. За несколько месяцев ее посетили около 46 тысяч человек, в 10 раз больше обычного годового потока. Люди ехали не к шедевру, а к его провалу, чтобы увидеть ошибку, сфотографироваться на ее фоне, купить магнит с обезьяньим Иисусом, прикоснуться к феномену, где провал стал формой славы. Мэр Борхи не растерялся. Он назвал произошедшее социальным феноменом и признал: фиаско дало городу вторую жизнь. Доходы от наплыва туристов направили на восстановление
спасение церкви и помощь местному приюту для пожилых. В мире, где вирусность важнее мастерства, даже ошибка может стать точкой отсчета или началом новой легенды. Увидеть тело без разреза и боли. Вечер 8 ноября 1895. Лаборатория в Вюрцбурге окутана сумерками. В воздухе ватный запах озона и электричества. В центре стеклянная трубка Крукса, обернутая черным картоном и подключенная к высокому напряжению. Вильгельм Конрад Рентген работает один, почти в тайне. Он изучает катодные лучи, то, что в то время остается загадкой. И вдруг экран с платиноцианидом бария, установленный на другом конце комнаты, начинает светиться, хотя трубка закрыта. Значит, из нее исходит что-то невидимое, но реальное. Рентген подносит к экрану руку и замирает. Сквозь ткань и кожу проступают кости. Видна тень костей. Он только что заглянул внутрь тела, без разреза и боли. В течение почти 2 месяцев он не покидает лабораторию. Повторяет опыты. Делает снимки. Никому не рассказывает. Даже жене. Но однажды просит ее подержать руку над фотопластинкой. Полученный снимок показывает кости и обручальное кольцо. Жена смотрит и произносит: «Я вижу свою смерть». Так появились рентгеновские снимки, фотографии невидимого. Ученый назвал их X-лучами из скромности и потому, что природа излучения оставалась неизвестной. Через несколько недель он публично показывает снимок руки анатома. Эффект мгновенный. Газеты пишут о волшебных глазах. Врачи понимают, начинается новая эра медицины, а широкой публике открывается мир, в котором можно увидеть то, что всегда скрыто. Рождение цепной реакции в чашке кофе. Чикаго, 1942 год. В бетонных подвалах под трибунами университетского стадиона идет работа, о которой не знает почти никто. Здесь создается первый в истории управляемый ядерный реактор Chicago Pile-1. Без него невозможна атомная бомба. Это центр манхэттенского проекта. Напряжение висит в воздухе. Каждая формула как шаг по краю. И вот один из ассистентов проливает кафе. Прямо на расчеты. Чернила растекаются, цифры исчезают, паника. Но Энрико Ферми, там руководитель группы, да, не кричит и не ругается. Он задумывается. Легенда гласит, именно эта случайность вынудила его начать пересчет с нуля. Искать более короткий путь, новую формулу. И пам, работа пошла быстрее. Наука редко идет по прямой. Часто зигзагами, через срывы, догадки, ошибки. Иногда именно сбой, нелепость, оплошность дают толчок там, где, кажется, все зашло в тупик. Ферми шутил: будете меньше спать, больше думать. Так в команде рождалась энергия. Не только ядерная, но и интеллектуальная. Через усталость, спешку, риск. 2 декабря в тот же год они запускают цепную реакцию. Вручную. Без автоматики, без страховки. Первая в мире управляемая ядерная реакция. И с ней историческая точка невозврата. В официальных отчетах о кофе не пишут. Но ветераны вспоминали, да, такое бывало. В условиях строгой секретности и огромного давления даже случайности становились событиями. Они не только мешали, но и спасали. Давали паузу, переключали ход мыслей, открывали неожиданные решения. Факт остается фактом. Иногда новый век начинается с того, что уставшая рука роняет кружку, и вместе с кофе на пол утекают старые подходы. Оживший голос Элвиса Пресли. 1958 год. Элвис Пресли на вершине славы. Толпы, гастроли, оглушительный успех. Но он уезжает служить в Германию по призыву и берет с собой чемодан. Не с костюмами, не с сувенирами, с пластинками. Госпел, блюз, кантри. Музыка, на которой он вырос. Это его формула, его корни, его голос. Через 2 года он возвращается, уже сержант, уже взрослее. И в шуме вокзала чемодан исчезает. Сценическая суета затягивает, и потеря остается незамеченной. Почти. Чемодан находит гитарист Скотти Мур. Он хранит его десятилетиями. Не вскрывая. Пока Элвис кружится между успехом и затишьем, пластинки остаются нетронутыми, как капсула времени, как голос, к которому можно вернуться. В 1968-м Элвис готовится к своему легендарному камбэк-шоу и снова ищет старые записи. Госпел-гимны, баллады, рокобилли. Музыку, в которой он когда-то нашел себя. Он слушает и будто заглядывает в глаза юному себе. Тому, кто пел в маленькой церкви, кто ловил звуки чужих голосов и сплавлял их в свой собственный стиль. В 2015-м чемодан находят в архивах. Содержимое становится откровением для музыковедов и журналистов. Это не просто коллекция. Это карта происхождения того самого звучания, которое перевернуло мир. Элвис уже не просил вернуть себе эти пластинки. Возможно, потому что понял, вещи, которые остаются неизменными, порой говорят о нас больше, чем воспоминания. И если хочешь вспомнить, кто ты есть на самом деле, потеря может стать первым шагом на пути домой. Не случившееся спасение Гитлера. Апрель 1945-го. Берлин в огне. В воздухе гарь. Обломки отчаяния.
Красная армия уже в пригородах, и скоро над Рейхстагом поднимется красное знамя. А под землей, в бункере под руинами рейхсканцелярии, сидит фигура, больше похожая на призрак. Адольф Гитлер. Не властелин Европы, а упрямый старик, цепляющийся за командование над несуществующим фронтом. И у него еще есть шанс. На аэродроме Шоневальде в южной части города стоит заправленный Юнкерс Джу-52. Не самый быстрый, но надежный. Машина, которая могла бы унести его на юг, в Баварию, в Альпийскую крепость или дальше в Швейцарию, в Испанию, в Аргентину. Пути еще открыты теоретические. Но происходит сбой. По легенде, в мотор попадает крошечное насекомое. Возможно, это был скоробей, древнеегипетский символ возрождения. Но здесь он стал предвестником конца. Двигатель глохнет, чихает, инженеры в панике. Исправность под вопросом, времени в обрез. Для Гитлера это не просто неисправность. Он суеверен. Всегда верил в знаки. С юности свою судьбоносность, в предопределение. И вот последняя попытка бегства рушится не от взрыва, не от шпиона, а от жука в моторе. Даже техника теперь против меня, мрачно бросает он, если верить свидетельствам. Конечно, дело не только в моторе. Накануне 21 апреля потерпел крушение последний рейс Берлин-Мюнхен. Погибли все. Пилот Ханс Баур умолял: «Я увезу вас, хоть в Японию». Но решение уже принято. «Я лучше застрелюсь, чем попаду к русским», сказал Гитлер. И прожил с этой мыслью последние дни. Самолет, предназначенный для побега, так и остался на земле. А жук в моторе. Как примета, как символ, как финальный штрих разрушенной империи. Была ли история с насекомым реальной? Неважно. Ее сила в метафоре. Один из самых могущественных людей 20 века, державший мир на грани катастрофы, в финале оказывается остановлен не армией, не покушением, а жуком. Случайный выстрел в Сараево 28 июня 1914-го. Эрцгерцог Франц Фердинанд и его супруга София едут по улицам, недавно вошедшим в состав Австро-Венгрии. Путь открыт, город напряжен. Утром в них бросают бомбу. Взрыв ночевого мессии, но неудачный. Эрцгерцог выживает. Позже он решает навестить раненых. Маршрут меняют, но водителя не предупреждают. И вот на перекрестке у хлебной лавки до машина поворачивает не туда. Генерал кричит «назад», и автомобиль останавливается. На тротуаре стоит Гаврила Принцуп, заговорщик. Уверен, что все сорвалось. И вдруг цель перед ним. В нескольких шагах. Он стреляет. София ранена в живот. Эрцгерцог мать в шею. Оба погибают. Секундная остановка. И Великая империя теряет наследника. Европа теряет равновесие. Начинается Первая мировая. За 4 года гибнут 17 миллионов. Империи рушатся. Карта континента меняется навсегда. Историки до сих пор спорят. Случилась бы катастрофа, если бы водитель повернул правильно. Машина свернула не туда. И заодно свернула ход всей европейской истории. Лечили наркоманию, изобрели колу. Что, если самый известный газированный напиток на планете появился не как лакомство, а как лекарство от тоски, боли и зависимости? В конце 19 века аптеки были похожи на химические театры. Пузырьки, порошки, эссенции. Врачи спокойно прописывали кокаин от нервных расстройств. А фармацевт Джон Пембертон, ветеран гражданской войны, раненый и зависимый от морфия, искал замену своей личной отраве. Его лаборатория в жаркой Атланте больше походила на алхимическую кухню. И вот результат. French Wine Coca. Винный тоник из листьев коки и орехов колы. Один источник кокаина, другой кофеина. Мозговой эликсир. Напиток, обещающий не только бодрость, но и облегчение. Но химия столкнулась с законом. В 1886 в штате Джорджия вводят сухой закон. И Пембертон перед выбором: закрыться или изменить рецепт. Он убирает вино, заменяя его сахарным сиропом. А дальше случай. Помощник случайно разбавляет сироп не водой, а газированной водой. Появляется шипение, пузырьки, легкий аромат и совершенно новый вкус. Момент прозрения. Получившийся напиток уже не лекарство, это удовольствие. Вкус, который хочется повторить. Так из эликсира для ума рождается газированная радость. Пембертон быстро осознает потенциал и дает имя Кока-Кола. Звучное, легкое, с намеком на тайну. И на чудо. То ли лекарство, то ли магия. Но сам Пембертон настоящего успеха не увидел. Больной и обанкротившийся, он продал права за $300, а империю построил другой. Аса Кандлер. Не аптекарь, а предприниматель. Он понял, газировка — это не средство от головной боли. Это утешение от самой жизни. С пузырьками, шипением и обещанием мгновенного чуда. Плесень показывает свою важность. Лондон, 1928. Госпиталь Святой Марии. Доктор Александр Флеминг собирается в отпуск. Как обычно, в спешке и с творческим беспорядком. В лаборатории остаются десятки чашек Петри, в которых растут стафилококки. Он не удосуживается их убрать, просто уходит. 3 сентября, вернувшись, он замечает странность. В одной из чашек выросла голубовато-зеленая плесень. Вокруг нее пустое пространство. Бактерии исчезли. Грибок пенициллиум нотатум не просто выжил в бактериальной среде, он ее уничтожил.
Флеминг понимает, грибок вырабатывает вещество, которое убивает микробы, не трогая человеческие клетки. Он называет его пенициллин. И в следующем году публикует статью с осторожной фразой «Возможный терапевтический потенциал». Но интереса почти нет. Вещество слишком нестабильно, быстро разрушается. Медицинский мир проходит мимо. Проходит 10 лет. В Оксфорде биохимик Эрнст Чейн и патолог Говард Флори возвращаются к работе Флеминга. Они очищают пенициллин, стабилизируют его и проводят первые испытания, и как раз вовремя. Идет Вторая мировая. Солдаты гибнут не только от пуль, от заражений, от гангрены, от инфицированных ран. И вот пенициллин спасает их. Сначала десятки, потом тысячи. К 1943-му его уже производят промышленно. Начинается новая эра, эпоха антибиотиков. Парадокс в том, что все могло не случиться. Убери Флеминг чашки, и плесень бы исчезла. Приди он на день раньше или позже. Случайное солнце в окне. Легкий ветерок, любая мелочь, и история пошла бы иначе. Но история пошла именно так. Плесень, оставленная в забытом уголке лаборатории, открыла путь к спасению миллионов. Небрежность, рассеянность, хаос стали ключом к одной из величайших побед медицины. Пенициллин доказал, не все открытия рождаются из расчета. Иногда они вырастают, да, буквально из случайного пятна. Присмотритесь к случаю, фрески осыпаются, шоколад тает в карманах, самолеты не заводятся, чашки остаются немытыми. Все это звучит как череда мелких, почти смешных неурядиц. Но именно из таких деталей иногда складываются повороты истории. Моменты, когда одно неверное движение запускает цепную реакцию. Так что в следующий раз, когда что-то не пойдет по плану, не спешите злиться. Присмотритесь, возможно, вы стоите в самой начальной точке нового открытия. Или даже изменяете ход истории.